Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и я прилетел в Корею, где меня ждет немало футбола, немало достопримечательностей. Вы же заранее ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали, делитесь видео с друзьями, пишите комментарии. Все это помогает продвижению моего контента и развитию моего канала. Ну и погнали! Сейчас на календаре середина ноября, и я могу откровенно сказать, мне в этой поездке очень повезло по многим пунктам. Это такой период золотой и даже багровой осени. Очень красиво гулять по Сеулу, листва на деревьях фотогеничная. Хочется просто фотографировать каждые несколько минут, просто останавливаться, снимать. Я уже был когда-то в Сеуле давно, 12 лет назад, и тогда, откровенно говоря, город мне не зашел, но это был не полноценный трип, это была всего лишь пересадка по пути на остров Гуам, расположенный вообще in the middle of nowhere. В этот раз я приехал сюда на намного более серьезный, долгий срок. Я проведу в корейской столице 10 дней. А это значит, что у меня будет куда больше возможностей для того, чтобы пропитаться духом Сеула, пропитаться этим городом, ну и, конечно же, зацепить достопримечательности. Планов очень много, ну и, конечно же, футбол, как вы уже могли убедиться. Один матч я пробил, это было очень круто. Ну и впереди еще матч сборной. Да, это будет не в Сеуле, но об этом поговорим, когда придет время. Что мне нравится в Сеуле, это то, как местные власти пытаются призвать людей быть активными. То тут, то там можно увидеть такие знаки. Вот, например, вот сейчас прошлись от начала вот этой тропы вдоль ручья, сожгли 20 калорий. Дальше будут аналогичные плашки с цифрами 60, 80 и так далее. Более того, в метро, где есть траволаторы, я обратил внимание, что вдоль траволатора тоже есть указатели, что если вы не поехали по траволатору, а просто пошли пешком, пошли параллельно этому траволатору, то вы сожгли столько-то калорий, и вот каждые несколько метров эта циферка обновляется. Вот это прям хороший подход, тут властям респект, активничать надо, я такое поддерживаю. Чтобы вы понимали, в Сеул я приехал не только смотреть футбол и пить пиво, но еще и спортом заниматься. Бежим десяточку, огонь, погодка топ, организация тоже отличная, в конце еще и медалька будет, увидимся на финише. Что дело сделано, успех. Есть медалька, 10 километров, Go Free Run 2025, Сеул. Моя первая такая забеговая медалька за пределами Европы. Круто. Участие в этом забеге стоило смешные 70 тысяч вон. Это порядка 40 евро для забега, в котором вам дают качественную футболку Фила, дают поясную сумку для бега, просто медаль по всей дистанции, дают попить Powerade, после забега тоже дают бутылки Powerade, перекус. В общем, очень-очень достойно, чтобы в Англии за такие деньги хоть что-то похожее давали. То есть в Англии там за 60 фунтов забег получишь в лучшем случае вот только медальку, а футболку еще фунтов за 30 дополнительных будет добр. Купи. Трасса была прикольная, то что нужно было бежать через мост, прям живописно. Но за счет того, что это мост, подъемы, спуски были очень так себе. В итоге я, не сказать, чтобы лучший результат свой показал, что около 56 минут. Это очень медленно, но просто местами очень тяжко было бежать. Я особо по холмам, по горам не бегаю, я вот только по прямой обычно. В общем, все равно зачет, класс. Пробежались, можно идти гулять по Сеулу.
Корея, конечно же, славится своей едой, своей кухней, но помимо корейских блюд здесь нельзя не зайти в Макдональдс. Давайте посмотрим, чем здесь радуют посетителей. Итак, здесь есть specials корейские. Двойной Биг Мак. Пожалуйста, окей, ничего особенного. 8500 вон. Пепперони дабл пицца бургер. Если посмотреть сюда, то здесь конкретно пепперони добавлены. И сверху, я так понимаю, вот как в пицце, соус. 7300 вон. Еще одна такая прям чисто корейская фишка. Дабл бульгоги бургер. Но я так понимаю, что это просто говядина, которая в соусе бульгоги сделана. Шримп биф бургер. Бургер с креветками. Такого я тоже нигде не видел. В общем, попробую дабл бульгоги бургер и посмотрю, каково это на вкус. Вот он у меня. 4500 вон. В принципе, похоже на обычный дабл чиз. Просто, видимо, говядина такая. Приятного аппетита, если кушаете. А не кушаете, вы знаете, что делать. Прикольно. Вроде бы максимально простой, как бы дабл чиз, но при этом говядина пропитана вот соусом корейским. Совершенно другой вкус. Ставлю лайк. Что, кто бегает забеги, тому нужны правильные изотоники. А как известно, одним из лучших изотоников является пиво. Я зашел в один из крафтовых пабов Сеула, называется Сеулиста, в принципе, довольно-таки логичное название. Пинта местной сеульской крафтовой ипы стоит всего лишь 10,500 вон. Это около 6 евро. По британским, да по европейским меркам абсолютно адекватная цена. Ух, хорошо, как сказал бы Кирилл Чемберлен. Ну, я не Чемберлен, но ух, хорошо. Ну и коротко о красных, желтых деревьях. Тут прям очереди выстраиваются, чтобы с ними сфоткаться. Ну, в принципе, вполне ожидаемо. Я об этом уже говорил в видео про футбольный клуб Чонбук, что на стадионе было немало пикников. Ну и вполне логично, что в парках Сеула тоже народ активнейший сидит на траве и прекрасно проводит время. Воскресенье, чудесная погода, солнечно, тепло, хорошо. Почему бы не выбраться на природу и просто не посидеть, не покайфовать в середине-то ноября? Что мне не нравится в Сеуле? В городе вообще не найти вот днем с огнем ни одной мусорной корзины, ни одной урны. А вот что мне очень нравится, так это то, что здесь почти повсеместно можно встретить туалеты. Вот бесплатные туалеты, они есть на станциях метро, в парках, на улицах. Просто везде. И это, конечно, очень круто. Этого, конечно, очень сильно не хватает во многих городах, во многих странах. Ну, в Лондоне хотя бы в пабы можно зайти. А вот в иных городах и в паб не заскочишь. Только покупай еду и, пожалуйста, пользуйся удобствами. Одной из главных достопримечательностей Сеула является YTN Tower, телебашня, возвышающаяся над всем городом, стоящая на самом высоком холме этого города. Ну и попасть наверх можно, во-первых, пешком, ну это такой тяжелый подъем. Во-вторых, ходят фуникулеры, но на них всегда безумные очереди. Ну и третий вариант, самый удобный, быстрый и простой — автобусы. 7-минутная поездка на басе, и вы up the hill. Приехать сюда в Golden Hour накануне заката было потрясающей идеей. Краски и без того яркие, но сейчас просто топовейшие. Конечно же, площадь около башни привлекает тысячи людей, желающих оставить здесь свои замочки с сердечками. Видите, огромное количество. Там такой сердечно-замочный забор, опоясывающий всю площадь вокруг телебашни. Телебашня, кстати, вот, видите, почти такая же высокая, как я.
Вполне ожидаемо, что после заката на автобусе уехать будет сложновато от телебашни. Вот это все очередь на автобусную остановку. Стоять в такой огромной очереди у меня нет никакого желания, потому что очевидно, что автобуса 3-4 придется пропустить, а это значит потратить на ожидание минут 30-40. Поэтому я воспользуюсь самой простой и доступной опцией для спуска с горы. Пойду пешком. Наверх подниматься не особо хотелось, а вниз почему бы и нет. Поднявшись на башню и успешно прогулявшись вниз с нее, нужно отлично отужинать. И где же отужинать, как не в корейском барбекю? В городе огромное количество заведений, начиная от мишленовских, куда без предварительной брони не попасть, так и до мест, куда ходят только местные жители. И вот именно на одно из таких заведений и пал мой выбор. Что ж такое корейское барбекю? У вас есть плита, у вас есть сырое мясо, салатики, грибы, такая луковица. И вы все это жарите до необходимой кондиции. Ведь очень много всего сюда дается. Конечно же, и кимчи, капуста. Я такое дело очень люблю, поэтому я не сомневаюсь, что будет вкусно. Вы, если кушаете, то вам тоже, конечно, сейчас приятнейшего аппетита. Что, берем кусочек с пылу с жару. Кайф. Хорошая такая говядинка. Еще какой-то бульон принесли. Я вообще без понятия, что это. Сейчас, возможно, смертельный номер. Пробую кимчи. Кайф. Все, как я люблю. Острое, но в меру. Под отличнейшую говядину, просто самое то. Что мне нравится, это то, что в Сеуле очень много кофеен, которые делают действительно хороший, качественный кофе. Вот прям глаза разбегаются. Гулял, захотелось cold brew, пожалуйста, какое-то кафе 1968. Выглядит очень приятно. Вот, сами представляете, деревянное, такое аккуратное. Заказы вообще очень просто делать. Все делается вот так в терминалах. Выбираешь кофе, вот в моем случае это кенийский cold brew, 6500 вон за cold brew со льдом. Ну и вот мой кофеек. Хороший cold brew, стойкий лайк вот этому кофе 1968. Но опять же повторюсь, тут куда ни загляни, в какую кофейню не зайди, везде вкусно. Тут вообще на какую-то улицу наткнулся, где прям одно приятное заведение на другом. Прям видно много народу, все фоткаются, все сидят, снимают какой-то контент. Сказал я, идущий и снимающий какой-то контент. Пробежав десяток километров и пройдя не один десяток тысяч шагов по Сеулу, я понял, что моим ногам очень нужен достойный отдых, и задался вопросом, есть ли здесь что-то типа спа-комплексов или бань. И оказалось, что я вообще вот попал в яблочко. Дело в том, что на территории Сеула насчитывается более 3000 банных комплексов. И некоторые такие комплексы вообще работают круглосуточно. Люди сюда приходят целыми семьями, чтобы и отдохнуть, и попариться. В таких спа-комплексах есть всегда несколько джакузи. Вот в данном случае, куда я пошел, было 2 джакузи с горячей водой, что-то типа 42 градуса и 38. Одна купель с комфортной температурой 33 градуса и холодная 22 градуса.
И была сауна. Ну, туда телефон приносить нельзя, потому что все находятся голыми. Но здесь есть еще 4 бани, где нужно уже ходить, вот видите, одетый, в робе, которую выдают на входе. И вот эта комната ледяная. Здесь температура что-то около 9 градусов Цельсия. Есть какой-то там лес, что-то там Forest Room, там 33 градуса. И 2 горячих бани, 89 и 82 градуса. В одной баня с гималайской солью, там сидишь и кайфуешь. Или лежишь. Там пол постелен, циновки, есть подголовники. И вторая это Red Clay Room, то есть комната с красной глиной. Помимо этого на территории спа-комплекса есть очень много зон, где можно просто релаксовать. Мягкие, комфортные кресла. Я в таком залип. Как раз сидел, занимался монтажом видео с матча Чонбук Hyundai Motors, который вы уже могли видеть у меня на канале. А если не видели, то ссылка в углу экрана и в описании этого видео тоже вас ждет. Ну а также есть массажные кресла, есть просто места, где можно поспать. Конкретно вот просто лежанки, и кто-то там знатного храпака дает. Ну а можно попариться в традиционном корейском чимчильбане из красной глины. Вот здесь есть 2 таких чимчильбана. Прикольно. Вообще очень классное место. Мне прям очень зашло. Привести в порядок тело, просто порелаксовать, прям вот кайф. Плюс есть столовая, можно перекусить, можно попить, продается как изотоники, так и даже банки пива, но баночное пиво 0,33 самого дешевого корейского пива 5000 вон, это как-то многовато. В общем, ставлю стойкий лайк спа-комплексу и отправляюсь дальше бродить по Сеулу. Причем не просто по Сеулу, а по его главному дворцу Кёнбоккун. Конечно же, в дворец нельзя отправиться просто так, нужно одеться. Я одет как то ли принц, то ли король, не знаю, ну в общем вот что-то такое. Вообще это, конечно, очень забавно смотреть, как толпы людей, облаченных в одинаковые наряды, идут в одном и том же направлении. Видите, я далеко не один здесь такой. Вообще вход на территорию дворца платный, но если вы уже арендовали ханбок, то уже просто спокойно проходите внутрь. Никакого билета вам не надо. Здесь отдельный вход для тех, кто вот в таких традиционных корейских одеждах. Удобно. Одним из must-visit районов Сеула является Букчон-Ханок-Вилледж, жилой район, расположенный между дворцами Кёнбоккун и Чхандоккун. Это квартал полный традиционных корейских домов Ханок, построенных где-то в конце 19 века. Ну и так как этот квартал был расположен между дворцами, логично, что здесь жила знать, здесь издревле селились высокопоставленные чиновники. Что примечательно, то что эта деревня Ханоков, она не является каким-то турист-аттракшеном, то есть туристической заманухой, и люди здесь до сих пор живут, и поэтому просят соблюдать тишину. Более того, здесь не только нельзя шуметь, но еще и с 5 вечера до 10 утра сюда, в принципе, нельзя заходить. Штраф 100 тысяч вон. Ну и чтобы вы понимали, вот эти напоминания о том, что нужно соблюдать приватность жильцов района и не шуметь. Мало того, что висят на каждом углу, еще и, собственно, люди стоят
со знаками и тоже об этом сообщают. Как подобает популярному туристическому месту, здесь даже по будням яблоку негде упасть. И, собственно, все эти правила, все эти требования инфорсятся здесь неспроста. Вы просто смотрите на эти толпы туристов, даже сейчас, днем в понедельник. Как я уже сказал в своем предыдущем корейском видео, мне очень не повезло с матчами в Сеуле, их просто нету под мои даты. Ради одного матча, как вы уже могли видеть, я поехал в Чонджу. Второй матч я приехал в Тэджон, но это уже не корейская лига. Сегодня здесь, на еще одном стадионе с чемпионата мира 2002 года, сыграет сборная Кореи, играют с Боливией. Товарняк, то есть ничего особо, конечно, я не ожидаю, но надеюсь, хоть какую-то атмосферу болельщики сборной тоже смогут создать. Так что я в любом случае максимально позитивно настроен. Вы же тоже лайки ставить не забывайте. Сюда я ехал примерно час на поезде. Поезд шел в Пусан. Поезд в Пусан — один из моих таких любимых фильмов про зомби. По ходу фильма поезд, забитый живыми мертвецами, тормозит здесь, в Тэджоне. И вот на этом вокзале много движухи происходит. Прикольно здесь оказаться. Что бросается в глаза, это то, что город тут после Сеула прям вот такая невысокая застройка. Да, там где-то были что-то вроде как спальные районы. Но в общем и целом как-то небо и земля. Времени до матча много. Можно прогуляться, посмотреть, что ж такое этот Тэджон. Ну и уже отправиться на стадион. Вот еще что прикольно, здесь в Тэджоне, здесь есть огромный такой подземный молл, Тэджон Юнгангро Underground Mall. И по сути, это вот прям под всем центром города, здесь бесконечное количество каких-то магазинов, палаток с едой, то есть тут просто можно невероятно долго ходить, но при этом как бы и наверху прямо над ним тоже шопинг вовсю процветает. Тут вообще, по-моему, только магазины я и вижу пока что в центре Тэджона. Кстати, прикол в метро Тэджона. На входе, когда прикладываешь карточку, ты слышишь кукушку, а на выходе чириканье какой-то еще птицы. До матча меньше часа, я уже подхожу к Тэджон World Cup Stadium. Ну и вот здесь, прямо на подходе к стадиону, продают то, чем славятся корейские болельщики. Такие мигающие красные рога. Потому что корейские болельщики себя именуют гордо красными дьяволами. Ну, как и бельгийцы, как и фанаты Man United. Около стадиона очень много таких палаток. Собственно, вот стадион, как вы можете увидеть. А перед ним какой-то мини-рынок. Опять вот какие-то мигающие бантики, бабочки. Волшебные палочки с портретами и именами игроков сборной, флажки, футболки. Вот, собственно, драконы какие-то тут. О, смотрите. Паленые футболки, шарфы. Напротив всей этой красоты стритфуд. Шашлыки, сосиски. Видите. Благоухает все это добро, конечно,
Ой-ой-ой, как. Ну и таких палаток в окрестностях стадиона тоже немерено. Везде футболки Сона, везде вот это красное мигание. Сборная играет. Около стадиона какие-то предматчевые активности, развлечения. Видите, какие-то игры для детей. Нужно попадать мячом в цель. Тут же можно сфотографироваться с футболкой сборной. И еще куча всяких веселух, активностей, включая там фотографии с каким-то кубком, с картонной ростовой версией игрока сборной. Есть, конечно же, несколько палаток со стритфудом, куда без этого. Ну вот какие-то я вам показывал, это уже еще такой прям застадионный, хаотичный стрит-маркет. Есть и прям полноценные, приличные места, чтобы хорошо перекусить. Тут вам и пицца, и какие-то прям такие корейские приколюхи. Вот большущая очередь, ну вот это определенно что-то традиционно корейское. Гадалки не ходи. И опять же, таких палаток здесь около стадиона предостаточно. В отличие от похода на матч Чонбук, здесь около стадиона очень много полиции. Вот вы видите, повсюду все вот эти люди в ярко-зеленых манишках, это полиция. Прям вот, ну, посмотрите, какое количество. Просто, чтобы вы понимали, на матче Чонбука в Чонджу я ни одного полицейского не встретил. Сейчас здесь все просто в полиции. Ну и еще кого здесь предостаточно, так это маскотов. Их прям какое-то огромное количество около стадиона. Я пришел к фасаду, а вот тут один, другой, третий, четвертый, пятый. То есть вот просто вам и свинья, и медведь какой-то, и кот. Если честно, я понятия не имею, какое отношение все эти животные имеют к сборной Кореи, но вот они здесь все есть. Вроде как есть и магазин Корейской футбольной ассоциации. А вот эта очередь на вход в него, ну что, будем стоять, куда деваться. Я внутри магазина. Чем здесь торгуют? Маскотами. Видите? Как я уже говорил, здесь абсолютно разные маскоты у сборной Кореи. И они продаются в абсолютно разных форм-факторах. Там вам и подушки, и сами маскоты. Вот подушки идут по 28 тысяч вон, например. Вот такая какая-то злобная свиномаскотина имеется в наличии. Есть, я вам показывал какие-то демонические рожки. Есть вот и такие рожки в виде маскота. Пины, друзья. Пожалуйста, с логотипом Корейской футбольной ассоциации. Идут по 6 тысяч вон. Абсолютно адекватная цена. Есть серебряные, есть золотые, есть белые. Мне вот белые очень нравятся. А ну-ка я парочку. Есть вот такие наборы. Тоже из пинов. 6 пинов с изображением Сон Хён Мина. Ну а кого еще? Легенда, капитан сборной Кореи. Есть и стикеры с его изображением. Вот такая мелочь. Брелки. Я так понимаю, 100-й матч Ли Джейсунга. Это футболист сборной. Есть шарфы. Шарфов много. Ну там тоже с игроками. Ничего такого особо интересного. Это банданы. Легенда тоже, видите? Сон Хён Мин. Ну, а кто еще? Есть даже клавиатура. Вот такая клавиатура в цветах сборной Кореи. 119 800 вон стоит. В общем, видите, в принципе, такой неплохой магазин здесь обустроили прямо около стадиона. Вот baggage таги, кстати, очень крутые теги на багаж по 9 тысяч. Симпатично. Прям вот очень даже, я бы так вам сказал. Ну вот если еще со сборной, это уже не так прикольно. К сожалению, нету головных уборов. Я хотел посмотреть, не знаю, может быть, какую-нибудь панамку корейскую прикольную. Но что-то ничего, ни панамок, ни футболок, ничего такого. Вот это прям жаль. Так что ограничимся пинами. Около стадиона Тэджона стоит маскот чемпионата мира 2002 года. Собственно, с этим мячом легендарным. Вот маскот. Вот через дорогу. World Cup Stadium. Мерчом закупились. Более того, я сейчас вам покажу. Удалось внезапно в кассах распечатать билеты. Билеты на этот матч прям такие красивые. Вот видите. На память хоть что-то физическое останется. Не вот эти бездушные QR-коды. Ну и все, теперь можно идти внутрь. До матча 20 минут. Мне кажется, самое время начать проникаться атмосферой матча сборной Кореи.
Ну что, по первым минутам очень даже неплохо звучат болельщики сборной Кореи. Для матча сборной, мне кажется, вообще просто отличнейший уровень. Особенно для товарищеского матча. Вот главное различие матча сборной с матчем Чонбука. Здесь все-таки преобладают телефоны и рожки, а не бодрый суппорт. То есть небольшая группа, есть заводящий, есть барабан. И звучит все это неплохо, но все-таки звучит это все не так часто. И хотелось бы больше, скажем так. Именно поэтому данный матч не будет вынесен в отдельное видео, а будет включен в одно общее видео про Южную Корею. I love Rubin Kazan. Рубин Казань. Rubin Kazan. This Daejeon best player Im Bom Hwang play Rubin Kazan. We hero Im Bom. Im Bom Hwang. Rubin Kazan. Видите? Здесь есть фанаты казанского Рубина. Kazan, Rubin Kazan. Vamos Rubin Kazan. Ну и по флагам можно сказать, что все-таки, конечно, сегодня сборную Кореи в первую очередь поддерживают фанаты Тэджона, потому что там прям вот большой флаг Тэджон. Ну, вполне ожидаемо, что местные, вряд ли на ничего не знающий товарищеский матч, будут особо люди съезжаться со всей Кореи. Внезапно, несмотря на товарищеский характер матча, на стадионе есть и боливийские болельщики. Вот можно на центре увидеть боливийские флаги. Вот это прям неожиданность, так вам скажу. Отличнейший удар прям в девятку. По всей подтрибунке можно встретить огромное количество супермаркетов, точнее мини-маркетов Сию, которые, в принципе, встречаются по всей Корее. Ну и здесь как раз можно купить и кофе, и мороженое. В этих магазинах продается пиво, есть местный корейский касс, стоит 4000 вон за банку 0,5. Есть Хайнекен 5000 вон за банку 0,5, то есть, в принципе, абсолютно адекватно. Здесь на стадионе я не один, я с подписчиков. 안녕하세요. 오늘 경기자 대전 축구 한국팀 파이팅. В общем, я ни слова не понял, но человек живет в Корее. В общем, всем cheers. Всем корейский футбол. Ну и как можно понять из названия и из моего предыдущего повествования, стадион Тэджон World Cup Stadium
был построен к чемпионату мира 2002 года, был открыт в 2001 году и вмещает на данный момент 40 535 зрителей. В рамках чемпионата мира здесь прошло 3 матча, 2 матча группового этапа. Третий матч запал мне в душу на очень много лет. Это был тот матч, из-за которого я прям очень сильно не любил сборную Южной Кореи, потому что это был матч Корея-Италия. Тот самый. Да, простите меня, мои корейские зрители, если вы меня сейчас смотрите, но если вы смотрели тот матч, все было очень несправедливо. А все, кто не корейские зрители, вы понимаете, о чем я говорю. Ну и сейчас здесь играет футбольный клуб Daejeon Citizen, который, по сути, местным локомотивом является. Он принадлежит Korail, корейской железнодорожной компании, собственно, которая также квартируется здесь, в Daejeon. Ну и вот сейчас объявили по стадиону посещаемость 33 852 зрителя. Ну, кстати, очень даже неплохо. То есть на более чем 3/4 сегодня Daejeon World Cup Stadium забит. Вот так здесь любят сборную Кореи. Если вы любите поесть так же, как люблю это я, то, будучи в Сеуле, вы просто обязаны заскочить на рынок Кванджан Маркет. Здесь огромное количество палаток с едой, и, что примечательно, все это не какой-то новодел, а функционирует рынок уже с незапамятных времен. Вот встречает у нас, я не думаю, что чем-то древним. Вот видите, рыбок делают вот таких из теста с разными начинками. Можно и сладкие, можно со вкусом пиццы, за 2000 вон каждая идет. Дальше пельмени. Дамплинги корейские, абсолютно разные. Вы видите, очень много людей сидит. Как по мне, если где-то сидят и завтракают, обедают, ужинают местные, это признак того, что в такое место зайти очень даже стоит. Идем дальше. Что есть помимо пельменей? Вот есть еще пельмени, вот тут прям вообще яблоку негде упасть. Видите, все сидят вокруг прилавка. Там все готовится. И здесь же все лепится, здесь же все готовится. Ну, красота. Там люди фотографируют, снимают. Люди стоят в очереди, чтобы поесть вот этих корейских дамплингов. Огромный вареный осьминог, морские гребешки, лосось. Здесь, я так понимаю, делают сашими, судя по виду. Сашими в этот раз я есть точно не буду. У меня впереди поездка в Японию, и вот там я буду отрываться по сашими. А здесь, я буду искать что-то традиционно корейского. В принципе, вариантов еды много. Я думаю, что сейчас найду. Сейчас как бы время завтрака, и я думаю, нужно взять себе что-то вот прям такое максимально завтрачное. Это колбаса. Она, кстати, почти в каждой палатке есть. Вот эти стенды очень похожи на вариант для завтрака. Здесь делают панкейки, конечно, в тонне масла. Все это очень жирно, очень так unhealthy. Но что делать? Смотрите, аппетитно же. Самое то, мне кажется, чтобы начать свой день с сытного такого приема пищи. Вот есть варианты с мясом, есть варианты с креветками. Вот, например, такой мясной, даже 2 вот таких мясных блинчика стоят 6000 вон. Есть еще и с креветками за 10 000 вон, и с креветками и мясом тоже за 10 000 вон. Креветки с мясом — это какой-то интересный расклад, не знаю, не хочу. А вот просто мясной, наверное, сейчас съем. Вы видите, как это готовится, и вы видите, как это выглядит в конечном продукте. В общем, пробуем. Ничего так. Отличный завтрак, сытно. Помимо прям откровенных таких палаток стритфуда, здесь есть и рестораны, в которых готовят мясо, говяжий тартар, на самом деле очень популярная вещь здесь в Корее. Вот смотрю, осьминоги плавают, не удивлюсь, если их сырыми едят. Их же едят сырыми, секунду. Ну да. Это шано, это осьминог. 17 000 вон. Вот этих ребяток можно поесть сырыми за 17 000 вон. Ну, мне кажется, план очевиден. Идем сюда внутрь, нас ждет осьминог. Можно посмотреть, как они плещутся в аквариуме. И вот они уже у вас на тарелке.
Вы понимаете, это щупальца, они прилипают. Их не отодрать. Я не понимаю, как его вообще есть. Макнули. В общем, приятного аппетита. Главное, хорошо проживать, чтобы он у вас нигде не присосался. Вкусно, прикольно. Порция живого осьминога стоит 17 тысяч вон. Ну и я считаю, что это просто обязательный must try здесь, в Сеуле. У меня за эти дни как-то вот совсем из головы вылетело, что в Корее едят прям вот такого живого сырого осьминога. И вот сейчас рынок Кванджан вернул меня в реальность. Я вспомнил и прям очень вовремя. Как хорошо, что он попался мне на глаза, а то бы вот остался без осьминога. Как так? Что ж, мой вердикт Кванджан Маркет, это, друзья, это однозначно must visit. Да, здесь туристы, конечно, есть, но то, что здесь сидят местные, это очень важный пункт. И я вам скажу, было очень вкусно, что эти панкейки были невероятно сытные, и вот прям вот идеальный вариант для завтрака. Что осьминог, я очень хотел попробовать живого вот такого порезанного осьминога, традиционного корейского. Поел, по кайфу, вот прям вот очень зашло. Сил набрались, энергии напитались. В путь. В завершение поездки в Сеул я решил съездить в демилитаризованную зону на границу с Северной Кореей. Если вы не в курсе, то две Кореи официально не завершали войну. У них вот уже 72 года действует соглашение о прекращении огня, а между странами протянулась пограничная полоса шириной в 4 километра. В интернете есть великое множество опций съездить туда, цены везде одинаковые, около 30 евро только за DMZ, демилитаризованную зону, и за дополнительные 15 евро можно взять поездку к подвесному мосту. Обязательная программа экскурсии включает в себя 3 остановки. Первая – это парк Имджингак, где покупаются билеты в саму демилитаризованную зону, они уже включены в нашу экскурсию, и там же нам дается порядка 40 минут на прогулку, чтобы посмотреть на разрушенный железнодорожный мост между странами, парк с самолетами и техникой и прочие мемориалы войны. Ну и если посмотреть на шпалы отсюда до Пхеньяна 208 километров, всего ничего, рукой подать. Вот только моста больше нету. Много где в Корее можно встретить вот таких девочек бронзовых. Это памятник девушкам, которые были сексуальными рабынями японцев. Обычно они ставятся по одной. Но здесь можно увидеть 2, потому что одну статую Южная Корея хранит для Северной Кореи, чтобы передать ее в день объединения 2 стран. Дальше едем в 3-й тоннель. О, поверьте мне, это мечта клаустрофоба и человека ростом 2 метра, такого как я. Этот тоннель Северная Корея хотела докопать до самого Сеула, но перебежчик с их стороны раскрыл планы, и Южная Корея тоннель этот обнаружила. Все свои вещи ты оставляешь в камере хранения и проходишь через рамки металлоискателя. Впереди был спуск на 73 метра под землю, довольно крутой, но с нормальным потолком. И сам туннель, максимально низкий, по которому приходится долго и мучительно красться до 3-го барьера, за которым еще 2 барьера, все заминировано, а дальше уже Северная Корея. Последний пункт тура – обсерватория. Смотровая площадка на вершине холма, с которой видно северных соседей, город Кесон и несколько приграничных деревень. И флаги. С этими флагами вообще забавная история. На протяжении 80-х годов 2 Кореи соревновались, чей же флагшток будет выше. Победил Север, 160 метров против 100. Конечно же, по ходу тура нельзя не остановиться на перекус. Нас завезли в деревню, расположенную на территории ДМЗ, и тут есть такая одна всеобщая столовка, где за 13 тысяч вон вы получаете безлимитный буфет, в котором можно взять свинину, есть рыбные котлеты, кимчи, всякие овощи. Плюс 1 бутылку воды, сколько угодно похлебки, не понимаю, из чего этот суп, но сейчас попробуем. И, конечно, пакетик водорослей. В общем-то, я себе набрал пару видов свинины,
грибов и прочего. Ну и всем приятного аппетита. Вполне себе неплохо. За 13 тысяч вон. Я решил не размениваться по мелочам и взял себе полный тур, так что после сытного обеда меня ждал еще и подвесной мост, до которого от деревни нас везли еще порядка 45 минут. Откровенно говоря, мост очень даже живописный. Видите, над ущельем. Красивый такой красный мост. К нему ведет не самый сложный 10-минутный хайк, но и как раз по ходу этого хайка вы и можете встретить напоминание о Корейской войне, пару бункеров южнокорейских солдат. Мой вердикт: поездка в демилитаризованную зону была интересной и познавательной, и, если честно, как по мне, то это обязательный must-visit, если вы прилетите в Сеул. Ну и как вы можете понять по пейзажу у меня за спиной, я покинул Сеул, покинул его с гордо поднятой головой. Если подводить итоги, то поездка в Корею удалась. Я посмотрел на Сеул, я посмотрел на другие города страны под абсолютно иным углом, нежели ранее. Теперь могу честно сказать, мне очень даже понравилась поездка в демилитаризованную зону. Это было вообще очень даже интересное приключение, очень интересный опыт. Ну а футбол? Вы видели мой поход на матч Чонбука, где болельщики были просто выше всяческих похвал. Поход на сборную, ну, если честно, я не ожидал очень многого, но тоже было очень даже неплохо. Фанаты сборной Кореи классно гнали команду вперед. Пусть это было не так монументально, не так громко, как это делали фанаты Чонбук Hyundai Motors. В любом случае, я надеюсь, что вам это видео понравилось, и вам было интересно следить за моей поездкой в Южную Корею. Если так, то не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал, жать в колокольчик, писать комментарии. Вы знаете, все это помогает развитию моего канала и продвижению контента. Ну и до встречи на стадионах Англии и мира, а в данном случае Гонконга. Впереди очень много интересного, не пропустите.